Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сделаем шнуровку для прозрачного корсета. Итак, перед нами корсет, и на этом этапе мы должны сделать шнуровку. Мы возьмем сейчас выкройку этого корсета, возьмем деталь спинки, центральную ее часть, и нам нужен будет вот этот срез центра спинки. Берем миллиметровку, делим ее пополам и отмечаем длину среза, центральный срез спинки. Вот мы поставили метки. Теперь мы с вами должны рассчитать количество петель и расстояние между ними. Сначала мы с вами отметим по полсантиметра от верха внутрь шнуровки и от низа внутрь шнуровки по полсантиметра. Это мы отметили припуски для того, чтобы мы могли потом обработать края корсета сверху и снизу. И между этими метками у нас будут располагаться петли. Измеряем расстояние от метки до метки. Итак, расстояние у нас получилось 21,5 сантиметр. Для наглядности я проведу прямую. Это наша рабочая сторона, 21,5 сантиметра. Здесь у нас будут петли и по полсантиметра у нас по краям 0,5. Итак, от припуска до припуска у нас 21,5 сантиметра. Здесь у нас будут петли. Петель у нас будет 8. И на каком-то определенном расстоянии они будут расположены. Мы знаем, что петли у нас длиной 2 сантиметра каждая. Вот. То есть вот такое расстояние петли у нас. Каждый 2 сантиметра. Петель у нас 8 штук. Умножаем 8 на 2. И у нас получается 16 сантиметров. Столько у нас занимают петли на нашей рабочей области. Общая рабочая область у нас 21,5. Вычитаем из нее петли. 21,5 минус 16. И у нас получается 5 сантиметров с половиной. Это расстояние между петлями. Всего таких участков между петлями 7 штук. Значит, мы с вами 5,5 сантиметра делим на 7 участков. И у нас получается 0,78 сантиметра. Вот это расстояние между каждой петлей у нас 0,78. А каждая петля у нас 2 сантиметра. Переходим на миллиметровку и от припуска до припуска мы размечаем наши петли. Вот этот припуск полсантиметра, от него вниз отмечаем 2. Это будет наша первая петля. Дальше расстояние между петлями 0,78 сантиметра отметили. Вот наша первая петля здесь расположена. Далее отмечаем вторую петлю 2 сантиметра. От нее вниз отмечаем расстояние 0,78. То есть первая петля, вторая и так далее. Вот таким способом размечаем всю шнуровку и проверим себя. Вот наша спиночка, приложили. Вот здесь у нас припуск полсантиметра, здесь петля, расстояние между петлями, петля. Также вверху у нас полсантиметра и далее петля. Так, теперь берем линеечку и отметим от вертикали влево и вправо по 1 сантиметру. Это расстояние припуска нашего корсета. Отметили. Теперь проведем по полсантиметра с левой и с правой стороны. Это будет выступающая часть петли.
то есть то, что мы будем видеть. Так, и внутри проведем по полсантиметра. Это наша отметка внутренней части петли. Далее проведем все линии, которые мы отмечали для петелек. Вот так у нас выглядит сейчас наша заготовка. Разрезаем ее пополам, и у нас готова вся разметка и для левой, и для правой стороны. Берем корсетный шнур, подкалываем его вот таким образом. Будьте осторожны, не порвите бумагу. И вот в этом месте у нас петля должна повернуть. И закрепить мы ее должны вот в этой точке на расстоянии 1 сантиметр от среза. Вот здесь. Ставим вот так иголочку. Поворачиваем петлю вот в этом месте, где у нас метка внутренней скрытой части петли. Полсантиметра она у нас, мы ее отмечали. И ставим иголочку в начало следующей петли. Разворачиваемся. И закрепляем иголочкой вторую петлю. Разворачиваемся. Закрепляем третью петлю. Делаем небольшой прокол, буквально 3-4 миллиметра. Распределяем корсетный шнур и фиксируем петлю. Поворачиваем шнур и опять же повторяем все наши действия. Вот так у нас выглядит заготовка с петлями. Вторую часть шнуровки мы делаем точно таким же образом. Ставим иголочки и постепенно набираем всю шнуровку на миллиметровку. Вот так вот все готово. Вот наша шнуровка, и левая, и правая. Берем корсет. Корсет к нам лежит лицевой стороной. Подкладываем под корсет заготовку. Вот таким образом. У нас на корсете припуск шва 1 сантиметр по краю. И мы должны совместить вот эту нижний срез и нашу отметку нижнего среза. Мы должны совместить очень точно. Ставим иголочку. Вот так. Поправлю немного. Второй срез также мы приводим к метке, обозначенной на миллиметровке. Вот. Все вровень. Теперь наша задача распределить сетку по краю бумаги равномерно, так, чтобы не было никаких пузырей, защипов, чтобы ничего не подтягивало. Вот так распределяем постепенно и ставим иголочки. Все готово. Переходим на машинку и проложим строчку 1 сантиметр от края. Закрепка в начале и конце шва. Шьем
Вот так это выглядит. Убираем все иголки. Теперь отгибаем вот таким образом бумажку и еще раз пройдемся по сетке с шнуром. Но мы сейчас будем делать закрепляющие строчки. Вот смотрите, как я прохожу несколько раз по каждой петле взад-вперед. Вот видите, то есть по 4-5 строчек я прокладываю. Вот, я их закрепляю очень крепко. Вот так у нас сейчас это выглядит. Теперь можно снять бумагу. Она нам уже не нужна. Она очень легко снимается. Готово. Петельки закреплены. Теперь берем тоннельную ленту, подкладываем ее под шнур и будем шить на просвет вот с этой стороны, с лицевой. Шьем, стараясь попадать в 1 миллиметр от края тоннельной ленты. Пришили. Теперь снимем излишки шнура и немного сетки, чтобы она у нас не выглядывала после пришивания. Где-то 3 миллиметра мы сняли. Вот так это выглядит. Теперь поворачиваем шнуровку. Проложим строчку. Лучше это сделать по изнаночной стороне. Так мы лучше можем контролировать сетку. По краю проложили по самому строчечку. И теперь прокладываем вторую строчку по второй стороне тоннельной ленты. Закрепочки. Вот так вот очень просто мы с вами сделали шнуровку на прозрачном корсете. Петли все прочные, надежные. Вот такой простой и быстрый способ. Я вам желаю легкого кроя и шитья. Если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.